Несмотря на положительные комментарии Джерома Пауэлла, который на крайнем заседании чуть ли не прямым текстом нам сказал, что ФРС готова начинать понижать ставки уже в сентябре, что безусловно является положительным катализатором для биткоина, его цена упала ниже 65 и даже пробила важную поддержку на уровне 60 тысяч долларов. А все потому, что мы столкнулись с новой проблемой в виде угрозы начала масштабной экономической рецессии в США. Пятница 2 августа стала худшим днем на Уолл-стрит со времен пандемии 2020 года, поскольку фондовый рынок потерял 2,9 триллионов долларов. Акции ведущих компаний, таких как Amazon, Tesla, Microsoft, Nvidia и многих других, упали от 2 до 9% буквально за одну торговую сессию. Первые проблемы начались после того, как компании одна за другой приступили публиковать отчеты о их выручке за второй квартал, которые оказались ниже ожиданий. Но настоящую панику спровоцировали данные по безработице, ведь она увеличилась до рекордного уровня 4,3%. Это напомнило инвесторам кровавую баню 2022 года, которая была на рынке, когда ВВП США падал, а угрозы глубокой рецессии росли, из-за чего биткоин тогда упал на 50%. Также растут напряжения на Ближнем Востоке после ликвидации лидера Хамаса, ведь Иран пообещал отомстить Израилю и готов начать полномасштабные военные действия. И вам не кажется подозрительным, что до падения крипты правительство США приступило активно продавать биткоины, а Уоррен Баффет сливает акции Apple на сумму 277 миллиардов долларов, как будто бы намекая нам о больших проблемах, которые только-только начинаются. Но подождите, неужели именно парочку слабых отчетов и рост безработицы, который, кстати, необходим ФРС для начала снижения процентных ставок, моментально изменили настроение на фондовом рынке, из-за чего нам прямо сейчас необходимо готовиться к рецессии и думать, как бы сохранить свой капитал на фоне падения доллара до мартовских минимальных уровней? Друзья, как раз таки для этого мы и не выпускали видео сразу после того, как биткоин пробил уровень 60 тысяч, а мы уделили больше времени для детального изучения этого вопроса, чтобы сегодня вы узнали, может ли в этом году начаться масштабная рецессия в США, почему большие инвесторы, как Уоррен Баффет, продают акции прибыльных компаний, что стало настоящими причинами недавнего обвала рынка, как напряжение на Ближнем Востоке влияет на нефть и доллар, за какими важными событиями нужно следить в августе, а также я на основе не только фундаментального, но и технического анализа отвечу на вопрос, упадет ли биткоин ниже 50 тысяч или снова вернется на уровень 65 тысяч. Дополнительно мы уделим внимание притоку капитала в ETF на базе Ethereum, чтобы понять, как это влияет на альткоины. И благодаря общему подробному анализу мы узнаем, что будет ждать крипторынок в ближайшее время. Перед просмотром обязательно поддержите видео лайком, ведь когда вы поставите 1500 лайков, мы сделаем для вас топ лучших криптовалют на август, которые стоит покупать на коррекции. Ваша поддержка очень сильно влияет на скорость публикации новых роликов, поэтому вам заранее спасибо. Вы на канале Coin22, меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, первое, с чего мы начнем, это с обвала фондового рынка и угроз начала рецессии в США. Ведь по сути это и стало самой обсуждаемой темой под конец недели. Вчера в нашем Telegram редакторы Coin22 опубликовали короткий отчет, в котором указали, что главной причиной падения биткоина и других монет стал рекордный обвал на фондовом рынке США, которого не было со времен пандемии 2020 года. И после этого все резко начали обсуждать, что Америка находится в шаге от рецессии. Кстати, такие обзоры рынка мы выпускаем ежедневно, за счет чего вы раньше всех можете узнавать, что происходит на рынке, почему он падает или растет, а также в Telegram мы заранее предупреждаем вас о предстоящих важных событиях. Как, например, сегодня мы выложили вот такой календарь самых важных дат на август. А чтобы его получить и предварительно быть готовым к волатильности на рынке, просто подпишитесь по ссылке в описании. Но несмотря на то, что последние пару дней с каждого утюга мы слышим громкие заявления, которые касаются начала масштабной рецессии в США, прежде чем делать какие-либо выводы, предлагаю более детально разобрать данный вопрос. Для общего понимания, рецессия это не какой-то конец света или апокалипсис. Это вполне нормальный процесс, который представляет собой экономический спад в той или иной стране. А поскольку экономика циклична и выглядит как американские горки, нам нужно понимать, что есть не только подъемы, но и падения. Так вот, после того, как Intel и Amazon опубликовали слабые отчеты по выручке за второй квартал, плюс к этому масло в огонь подлили данные по безработице в 4,3%, рынок акций тут же улетел
улетел вниз, а в СМИ начали появляться заголовки предупреждения о рецессии. Но стоит ли нам переживать? В данном случае инвесторы, а также многие аналитики, по классике разделились на два лагеря, где одни считают, что текущее ослабление экономики может быстро перерасти в рецессию, а вот другие просто наблюдают за ростом ВВП и готовятся к понижению ставки ФРС в сентябре. Но чей же лагерь выбрать нам? Актуальные опросы показывают, что сейчас 3 из 5 американцев считают, что США находится в рецессии, а согласно отчету, который опубликовали еще в мае, около 56% опрошенных заявляют, что в Америке наблюдается цикл рецессии. На самом деле такие ожидания возникли не просто так, ведь есть такое правило САМ, названное в честь бывшего экономиста ФРС, которое гласит, что рецессия уже началась, если средний уровень безработицы за 3 месяца повышается на 0,5% от своего минимального уровня прошлого года, а вот скачок в пятницу до 4,3% уже пересекает данный порог. С мая экономические данные США действительно начали ухудшаться, согласно индексу Citigroup, и больше всего это касается именно безработицы, а поскольку она снижает уровень потребления, а также расходов, это, конечно же, уменьшает прибыль компаний, а также инвестиции в бизнес. Плюс к этому сейчас ФРС продолжает удерживать ставку на высоком уровне, что делает кредиты более дорогими, и как сообщили аналитики в отчете Financial Times, легкое сокращение экономики может быстро превратиться в ту самую рецессию, и предупредили, что нам не стоит исключать вариант ее начала. Согласен, исключать такой сценарий развития событий не стоит, но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то станет ясно, что угрозы рецессии преждевременны и преувеличены. В первую очередь, рецессия – это не только рост безработицы, но и стабильное падение ВВП, которое на данный момент в США не наблюдается, ведь в последние месяцы показатели постепенно растут. При этом, если говорить о выручке Apple, Microsoft, Meta и многих других, то она наоборот выросла во втором квартале и даже превысила прогнозы. А что касается безработицы, то даже сама Клаудия Сам, ныне главный экономист New Center Advisors, заявила, что на этот раз рецессия не неизбежна, даже учитывая ее правила. Ведь в последний год на рынок труда пришло много иммигрантов, которые были уволены, что, собственно говоря, и отразилось в отчете по безработице. Также не стоит забывать, что на крайней встрече ФРС Пауэлл предупредил о готовности начать снижать процентную ставку уже в сентябре, а безработица только повышает шансы начала сокращения денежно-кредитной политики. По этому поводу старший директор по инвестиционным стратегиям Valve Managed банка Роб Хавард говорит: скромная устойчивая экономическая активность – это путь, по которому мы, по-видимому, идем на данный момент, и признаков серьезного риска рецессии, похоже, нет. Угрозами начала рецессии нас пугали и в 2022 и в 2023 годах, но данные говорят сами за себя. Несмотря на все нюансы, экономика США остается устойчивой, а вот обвал акций больше похож на локальную коррекцию, ведь в целом индекс S&P 500 остается в уверенном восходящем тренде с конца прошлого года, а такого при рецессии точно не бывает. В пятницу биткоин просто-напросто скопировал движение фондового рынка, ведь большие компании решили перестраховаться и вывели из ETF 237 миллионов долларов, что потянуло за собой весь крипторынок. Это, конечно же, отразилось на каждом инвесторе, ведь многие монеты, как, например, DOT, протестировали свои годовые минимумы. Тем не менее, коррекция – это явно не тот случай, когда стоит паниковать, ведь на том же DOT вы могли заработать вместе с участниками нашей подписки Coin22 Pro, ведь на этой неделе мы его активно шортили и сначала заработали от 75% на пробое поддержки $5,5, а под конец недели от 80% уже на пробой важного уровня $5. При этом участники Pro заработали на вале Filecoin, Bitcoin Cash, монеты Matic и на многих других, ведь команда наших аналитиков заранее предоставляла оптимальные точки входа и уровни для фиксации профита. Используя такой формат работы, вам не придется следить за рынком 24/7, а только вовремя открывать все позиции по заранее указанным уровням. А если вы новичок и ни разу не торговали, вас будет ждать подробное обучение, где помимо качественной теории с продуманными видеоматериалами, вы пройдете полноценную практику под руководством наших специалистов. А на все вопросы в процессе работы вам максимально подробно ответит наша отзывчивая поддержка. Дополнительно мы для вас соберем спотовый портфель, чтобы получать профит полностью на пассивной основе. Как я уже говорил, коррекция – это неотъемлемая часть на рынке любых активов. Но если вы желаете оставаться в плюсе, пока рынок падает, прямо сейчас переходите по ссылке в описании, напишите нам и приступайте к прибыльной торговле уже сегодня.
Исходя из разбора последних экономических данных, теперь мы с вами понимаем, что угрозу рецессии действительно преувеличивают. Но вопрос, почему же тогда США продают биткоин, а Баффет, несмотря на прибыльный второй квартал, продает акции Apple на 277 миллиардов долларов. Действительно, на этой неделе кошелек правительства США переместил биток на сумму 2 миллиарда долларов на неизвестный адрес. А поскольку Америка просто так монеты не отправляет, это повысило вероятность продажи, что, собственно говоря, и отразилось на цене биткоина. Но является ли эта продажа подготовкой Америки к рецессии? Интригу тянуть не буду и сразу скажу, что нет. Это далеко не первая продажа от США в этом году, а поскольку эти биткоины были конфискованы правительством ранее, то пока что они не рассматривают их как инвестиционный актив. Поэтому сказать, что Америка осознанно продает биткоин, зная, что вот-вот начнется рецессия, я не могу. А вот продажа акций Apple от одного из самых богатых инвесторов планеты Уоррена Баффета более похожа на подготовку к глобальному экономическому кризису. Правда, зачем гадать, если Баффет сам ответил, почему он продал акции Apple. Для общей картины компания Баффета Berkshire Hathaway обязует сохранить не менее 30 миллиардов долларов наличных, но часто эта цифра увеличивается, когда компания не может найти активы для покупки по справедливым ценам. В мае Баффет говорил: мы бы с удовольствием их потратили, но мы не будем тратить их, если не будем уверены, что делаем что-то, что сопряжено с минимальным риском и может принести нам много денег. А по поводу Apple он недавно заявил, что Apple остается крупнейшей инвестицией его компании, но продажа имела смысл, поскольку ставки федерального налога на прибыль в размере 21% вероятно вырастет. То есть Баффета не так пугает рецессия, как высокие налоги, которые ему придется заплатить после роста акций. Вот поэтому было принято решение фиксировать профит сейчас. И какого-то заговора здесь, конечно же, нет. Ну а что по поводу Ирана, а также Израиля, которые указывают прямое влияние на цену нефти, что в результате отражается и на биткоине. Угроза начала полномасштабных военных действий действительно увеличилась после убийства лидера Хамаса. Иран пообещал отомстить за это Израилю, после чего США, понимая, к чему это может привести, направили в сторону Ближнего Востока военные корабли, а также самолеты. Большинство израильских аналитиков, включая тех, с кем общались СМИ, считают, что Иран не собирается начинать войну из-за убийства лидера Хамаса, ведь они этого не сделали после того, как был убит Сулеймани. В конце концов, они этого не сделали после того, как командующий элитными силами под названием Кудс, корпуса стражи исламской революции Ирана, Кассем Сулеймани, был убит в результате удара США, а Сулеймани был для Ирана гораздо важнее, чем Хания. Конечно, наш канал связан немного с другой темой, и я не могу делать четкие выводы, но в целом понятно, что война никогда и никак не выступала положительным катализатором. Она лишь связана с разрушением не только инфраструктуры и экономики, но и в первую очередь человеческими жизнями, за счет чего любые ухудшения обстановки на Ближнем Востоке гарантированно отразятся на фондовых рынках, и это не обойдет стороной криптовалюту. В данном случае Израиль с поддержкой от США находится в более выигрышном положении, чем санкционный Иран. Но какое именно влияние это может оказать на рынок? Если говорить о нефти, то цены на черное золото выросли после ликвидации главы Хамаса. Это не является положительным фактором для биткоина, ведь на этом фоне индекс доллара также растет. Тем не менее, ответные действия Ирана и постоянные опасения по поводу спроса привели к снижению цен на нефть под конец этой недели, что безусловно плюс для биткоина. Тем не менее, обстановка накаляется, США и Великобритания уже призвали граждан покинуть Ливан, и все может ухудшиться еще сильнее. В любом случае, мы будем внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке, и уверяю вас, вы первыми узнаете, если произойдет что-то серьезное. Ведь за такими событиями мирового масштаба обязательно стоит следить. Если отойти в сторону от событий, которые происходили в экономике и политике в последние дни, и все-таки вернуться в крипту, то я не могу обойти стороной те фонды, которые по сути диктуют правила на крипторынке. В пятницу 2 августа 12 ETF зафиксировали самый большой однодневный отток, начиная с 1 мая. Кстати, вы меня часто спрашиваете, а где можно следить за притоками и оттоками капитала из ETF? Для этого есть вот такой специальный сайт, на котором есть вся информация об ETF. Если что, ссылку мы оставим в описании. Так вот, согласно данным этой платформы, общий дневной отток средств 2 августа составил 237 миллионов долларов, что является самым высоким показателем с 1 мая, когда оттоки составили 563 миллиона, и четвертым по величине днем оттоков с момента запуска спотовых биткоин ETF в январе. Конечно же, такой отток был вызван всеми теми негативными катализаторами, которые мы сегодня разобрали. При этом сам отток усилил падение биткоина ниже поддержки 60 тысяч. Но вопрос, продолжит ли биткоин падать дальше, или на фоне слабого доллара в понедельник фонды приступят его покупать. В данном случае возможен и первый, и второй вариант. Под конец недели биткоин старался удерживать поддержку 60 тысяч долларов. Это ключевая линия, которая ограничивала падение с начала этого года. И было только 2 раза, когда биткоин падал ниже данного уровня. Но в ближайшее время возможен и 3-й раз. Поскольку
поскольку текущий новостной фон является не самым подходящим для роста биткоина. В техническом плане ниже уровня 60 тысяч проходит 200-дневная линия EMI, и очень похоже на то, что начало следующей недели биткоин проведет вот здесь, консолидируясь около этой линии. При этом, как я только что сказал, слабый доллар может обеспечить приток ликвидности в биткоин, ведь, например, золото не упало, а осталось на своих уровнях, ведь оно выступило защитным активом, и биткоин также может сыграть такую роль. В данном случае мои долгосрочные планы никак не меняются, и лично я буду использовать вот эти диапазоны, чтобы сделать дополнительные покупки в спотовый портфель, ведь вы уже знаете, что накапливать стоит только на коррекции и, конечно же, только частями. По поводу эфира ситуация похожа, но со своими нюансами. Во-первых, пока 9 спотовых ETF на эфир, которые находятся на рынке США, зафиксировали отток на уровне 54 миллиона, эта сумма на самом деле является наименьшим уровнем однодневного оттока, который был зафиксирован с момента запуска, и следовательно это сигнализирует о уменьшении оттока и непосредственно продаже самого эфира. Эфир упал ниже важной поддержки на уровне 3000 долларов до вот этого диапазона накопления. В данном случае он упал гораздо ниже 200-дневной EMI, но продолжает оставаться выше диапазона спроса. В этом случае принцип такой же, как с биткоином. Докупаем на откатах в долгосрок, ведь все идет к тому, что вот-вот оттоки сойдут на нет, после чего ETF зафиксирует большой приток, на который эфир, конечно же, отреагирует ростом. Какое влияние это окажет на альты? В целом положительное, особенно если мы говорим о проектах на эфире, но также это касается и других альтов, но при этом альт-сезона в августе скорее всего не будет, ведь биткоин продолжает доминировать на рынке. Тем не менее, криптовалюте еще понадобится время на восстановление, и понятно, что без весомых катализаторов рынок далеко не уйдет. Этими катализаторами могут стать важные события, как, например, ИПЦ 14 числа, индекс деловой активности 22, конференция в Джексон-Холл с 22 по 24 августа, и плюс к этому есть и неэкономические события, как, например, разблокировки монет, обновление отдельных альтов и запуск апдейтов. И как я вам говорил в начале, календарь со всеми событиями на август уже вас ждет в нашем Telegram, поэтому обязательно подписывайтесь. Но у нас вот такая выдалась интересная неделя, которая началась на максимально положительной ноте, а заканчивается именно вот так. Но, как говорится, верим в лучшее, готовимся к важным событиям и анализируем рынок только с холодной головой, чтобы не совершать глупых ошибок. Не забудьте поставить видео лайк, написать комментарий и жмите колокольчик, который не позволит вам пропускать новые ролики. Вам спасибо за просмотр, всем желаю хорошей следующей недели, до скорых встреч!